Приветствую вас, добрые люди. Погодные условия, по крайней мере у меня в Одессе, сложились так, что мильдью может активироваться, бушевать и так далее. Я решил выпустить видео, чем и как я пользуюсь против мильдью, почему. И для предыстории основная тема видео, давайте назовем так: Ридомил против мельдиката. Почему именно так? Потому что раньше я пользовался ридомилом, и в последние годы я отказался от него и перешел в сторону мельдиката. И давайте я попытаюсь вам объяснить свое мнение, именно субъективно, на основании чего я пришел к выводам в пользу мельдиката и почему я на настоящий момент пользуюсь мельдикатом. Много причин, но я попытаюсь вам объяснить. Дело в том, что пересмотрел свой подход к защите винограда от мильдью. То есть раньше, как и многие виноградари, как большинство, может быть, даже виноградарей, я считал, что Ридомил Голд — это один из основных препаратов в системе защиты. Его репутация тяжелой артиллерии против мильдью действительно заслужена. Препарат мощно работает по амицетам, быстро подавляет инфекцию и хорошо защищает молодой прирост. Но со временем я понял, что, давайте так, субъективно, современное виноградарство — это, как сформулировать, уже не только задача максимально быстро убить патоген, а, в общем-то, взгляд и забота о будущем самого виноградника. То есть, если речь идет о многолетнем винограднике, там важны такие факторы, как здоровье лозы, физиология куста, состояние корней, стабильный фотосинтез. Что для меня очень важно, почвенная микрофлора, долговечность виноградника. И, в принципе, устойчивость системы защиты виноградника на годы вперед. Не здесь и сейчас, а как бы взгляд и забота о винограднике на будущее. Поэтому я отказался от ридомил. Не поэтому, я много причин назову в этом видео. И я склонился в пользу мельдиката. Ну, давайте по порядку. Первое. Ридомил Голд — это мощный, но слишком жесткий препарат. Я не считаю ридомил плохим препаратом. Наоборот, при сильных вспышках мильдью, в экстремально влажные годы, при высоком инфекционном фоне он действительно способен быстро стабилизировать ситуацию. Главная его сила — это металлоксил М. Он быстро проникает в растения, подавляет развитие мильдью внутри тканей. И, что немаловажно, защищает молодой прирост. На винограднике это особенно важно, потому что молодой лист максимально восприимчив к мильдью. Но со временем я пересмотрел все плюсы и минусы, и для меня его минусы, в общем, недостатки для меня стали критичны. Главная проблема ридомила — это его резистентность. Металлоксил, одно из действующих веществ ридомила, относится к одноточечным фунгицидам. А это означает, что мильдью способны сравнительно быстро адаптироваться. Для винограда это особенно опасно, потому что обработки проводятся регулярно, давление инфекции высокое, патоген быстро размножается. Виноградник работает как постоянная среда отбора.
там, устойчивых скажем так, патогена. И я понял для себя, что постоянное использование ридомил создает риск резистентности, делает систему защиты менее стабильной, и что в будущем может резко снизить эффективность препарата. Для многолетнего виноградника это очень серьезная проблема. Извините. Также меня начал беспокоить монкоцеп. То есть это вторая причина. Когда я начал глубже изучать современные исследования, европейские регламенты, стало понятно, почему Европейский Союз отказался от монкоцепа. Основные причины это образование ETU, это этилентиомочевины. Также вопросы репродуктивной токсичности, то есть вы должны понимать, о чем я. Эндокринное действие, это тоже не очень приятно, очень-очень неприятно. И экологические риски. Но для меня, в общем-то, самым важным моментом оказалось влияние на почву виноградника от применения ридомила. То есть, смотрите, виноградник – это живая многолетняя экосистема. Это не однолетняя культура, это глубокая корневая система, многолетняя древесина, сложная почвенная биология, микориза и взаимодействие там, виноградных корней и почвенной микрофлоры. Со временем я начал уделять гораздо большее внимание здоровью корней, микоризе, состоянию почвы. Вы видели мое видео, где я, в общем-то, сомневался, ноутил или черный пар. В итоге я все-таки прихожу к ноутилу. То есть меня это заботит. Я прихожу к своим субъективным мнениям по этому поводу. То есть состояние почвы меня очень сильно интересует. Физиология лозы, стабильность виноградника. Меня интересует стабильность виноградника на годы вперед. Не здесь и сейчас, а как бы на годы вперед. И, в общем-то, вот как раз старые, добрые, тяжелые схемы обработок у меня начали вызывать вопросы. Что в итоге? В итоге меня начали интересовать фосфиты. Я очень глубоко начал копать, что такое фосфиты. И когда я начал изучать фосфитные технологии, я понял, что это совершенно другой подход к защите винограда. Фосфиты не только подавляют мильдию, они изменяют реакцию самого винограда на инфекцию. Люди, по моим видео, и люди, которые разговаривали со мной по телефону, они как бы подтвердят, что я постоянно в телефонных разговорах фосфиты по многим причинам. Но в данном случае мы говорим про мильдию. В общем, не знаю, повторюсь, фосфиты не просто подавляют мильдию, они, как вам сказать, они изменяют реакцию самого винограда на инфекцию. В общем-то, это для меня стало основным фактором. В итоге переходим, что такое мельдикат. Мельдикат это, на мой взгляд, не просто очередной фунгицид против мильдию. Его основа это циазофамид. Циазофамид и также фосфит натрия. И вот смотрите, именно это сочетание создает ту синергию, которая полностью, в общем-то, перевернула мое отношение к защите винограда. Итак, как работает циазофамид? Смотрите, циазофамид, он блокирует дыхание аомицетов, мильдию. Дальше он нарушает выработку энергии у патогена. Эффективно подавляет развитие мильдию. Особенно сильно он работает по зооспорам, по ранним стадиям заражения и в периоды высокой влажности. Плюс циазофамид это не старая формация фунгицида, это современное действующее вещество.
И вот то, о чем я вам сказал, что он сильно работает по ранним стадиям заражения, в периоды высокой влажности, по зооспорам, для виноградника это крайне важно, потому что именно зооспоры вызывают вот это вот взрывное распространение мильдию после дождей. Кроме того, циазофамид хорошо фиксируется на листе, устойчив к смыванию, отлично работает в густом, кстати, что не скажешь про эридомил. Монкоцепт очень круто смывается с листа. Отлично работает на густом винограднике, мильдикат я имею в виду. Но главная фишка, главная ценность вот этого мильдиката в том, что в нем присутствуют именно фосфиты. И это стало для меня настоящим открытием. Это одной из причин, почему я выбрал мильдикат. Большинство фунгицидов движется только вверх по растению. Так как я уже упоминал в своем видео, очень мало действующих веществ в одном из видео, действующих веществ в мире, которые движутся по ксилеме и флоеме. То есть их там всего 3-4 по пальцам пересчитать. И в их списке находятся фосфиты. То есть если большинство фунгицидов, которые вам называют системниками, они системники, но они движутся только вверх. Настоящими, полноценными, стопроцентными системными фунгицидами являются только там 3-4 действующих вещества в мире, и среди них фосфиты. Поэтому фосфиты способны двигаться и вверх, и вниз, то есть и по ксилеме, и по флоеме. Для винограда это огромный плюс. Почему? Потому что защита распределяется по всему кусту. Поддерживается молодой прирост. Препарат работает системно внутри лозы. Именно поэтому многие там специалисты называют фосфиты полноценными системниками, стопроцентными системниками. Я это тоже упоминал в своих видео. А в этом фунгициде он присутствует, кроме еще циазофамида. Циазофамида. Смотрите, фосфиты еще работают не только как фунгицид. Это самый крутой момент в этой всей истории. Фосфиты частично подавляют мильдию, нарушают развитие патогена, угнетают зооспоры, но их главная сила – активация иммунитета винограда. То бишь, после внесения фосфитов виноград, он синтезирует фитоалексины, то есть активирует защитные ферменты, накапливает фенольные соединения, укрепляет клеточные стенки. То есть виноград начинает сам активнее сопротивляться мильдию. То есть вы запускаете вот эти вот кнопки для того, чтобы сам виноград вынужден был работать против мильдию, не только фунгицид. То есть этот механизм называется CAR по-английски. Это, не помню как аббревиатура, но то бишь, как вам объяснить? То есть это системная приобретенная устойчивость. CAR в английской аббревиатуре. В нашем варианте это переводится как системная приобретенная устойчивость. Теперь мы поговорим о синергии между двумя вот циазофамида и фосфитов. Именно здесь, в общем-то, мильдикат. Почему мильдикат? Потому что вот эта синергия между циазофамидом и фосфитом для меня оказалась ключевой. Смотрите, циазофамид контролирует заражение, подавляет споры и споруляцию, то есть распространение, и работает на поверхности листа. Фосфиты усиливают иммунитет лозы, повышают устойчивость тканей, помогают защищать новый лист. Получается, в общем-то, двойная защита. Снаружи контроль инфекции, а изнутри усиление устойчивости самого виноградного куста. В общем, когда я начал изучать европейскую практику применения мильдикат, я увидел, что в Европе мильдикат
что в Европе препарат мельдикат рассматривают уже не как обычный контактный фунгицид, а как современную систему, фосфонатную технологию защиты винограда. Смотрите, если взять Румынию, Чехию, Балканские страны и другие виноградные регионы Европы, в европейских материалах отдельно подчеркивается, что защита новых приростов, мельдикат создает защиту новых приростов, антиспорулярный эффект, то есть распространение спор, трансламинарность и системный эффект. Также несмываемость над дождем и физиологическая поддержка лозы. Большинство источников из Европы говорят, что виноград, лист становится более упругим, то есть так называемый зеленый эффект. То есть это как бы еще и подпитка винограда, то есть это удобрение листовое. В принципе, вы все прекрасно знаете, что большинство фунгицидов, при внесении фунгицидов, виноград получает стресс. Мельдикат абсолютно, в общем-то, после применения мельдиката растение не получает стресс, а наоборот, в общем-то, его вот этот вот зеленый эффект, он сам себя Господи, извините, что-то у меня в голове английские фразы звучат, никак не могу их перевести на... Он нажимает, вот эти вот фосфиты нажимают на те кнопки винограда, которые заставляют, наоборот, активировать полезные вещества, это как антибиотики, которые борются против мильдию. И плюс это как удобрение. Господи, извините, что вообще мозги выключились. Что особенно интересно в европейских материалах, во многих европейских описаниях прямо указывается, что вот эти вот фосфиты усиливают эффективность цезофамита. То есть фосфиты работают не только самостоятельно, но и усиливают проникновение, повышают стабильность защиты, улучшают системность и помогают поддерживать физиологию. Извините, у меня что-то позвонили и прервалось. То есть на чем? То есть фосфиты работают не только самостоятельно, но и усиливают проникновение, улучшают системность, повышают стабильность защиты, помогают поддерживать физиологию лозы. То есть это уже не просто там добавка к фунгициду, это полноценная синергия, полноценная синергетическая технология, именно технология. Вот этот так называемый green effect, который они описывают в Европе, то есть зеленый эффект, очень интересное наблюдение. То есть в европейских материалах по мельдикату часто используют термин вот этот green effect. Под этим подразумевает более здоровый лист, лучшую ассимиляцию, более активный фотосинтез, более стабильное состояние лозы, снижение стрессовой реакции. На винограде это особенно важно. После дождей, после резких перепадов влажности на молодых активно растущих листьях. Что далее? Далее смотрите. Теперь рассмотрим европейские регламенты и ограничения по мельдикату. То есть, изучая европейские регистрации, я подчеркнул для себя, что большинство стран подходят к препарату достаточно серьезно и профессионально. На винограднике чаще всего в Европе срок ожидания прописывают 21 день. Хотя в украинской версии написано 30 или 31, я уже не помню. Но это на самом деле все зависит от законодательства той или иной страны. Смотрите, в отдельных странах Европы его можно использовать до 6 раз за сезон. То бишь очень маленькая резистентность. Она практически отсутствует. Но, смотрите, для винных виноградов европейцы очень невнимательно относятся именно для винных к остаткам фосфитов именно в виноделии. Поэтому
как бы на винных сортах мельдикат пытаются, уходят от мельдиката на винных виноградах, они не пользуются мельдикатом, потому что фосфиты, в общем-то, влияют на вкус и качество элитных сортов винограда. В данном случае я говорю, я должен это заметить, но в моем случае я говорю про столовые сорта винограда. И вот особый контроль именно по мельдикату именно во Франции, то есть в винодельческих регионах. В общем, исследовав европейские регламенты, я сделал для себя вывод, что препарат рассматривается действительно как серьезная профессиональная не защита, а как серьезная профессиональная технология. Это не очередной контактный фунгицид. Что далее? Смотрите, Ридомил Голд. Возвращаюсь к Ридомил Голду. Это один фактор, который повлиял на мой отказ от Ридомил Голда. Это качество современных действующих веществ. Сегодня значительная часть технических действующих веществ мирового рынка производится в Китае. Я это доказывал в своем видео. Это не скрывают на официальном сайте нашей Сингенты, где в даташитсах прописано, что действующее вещество произведено в Китае. Посмотрите видео, я не знаю, как полгода назад, я полностью это показал. И Bayer, и т.д. и т.п. Все эти компании используют действующие вещества из Китая. Поэтому смысл мне такие деньги платить за китайские действующие вещества, тем более на сегодняшний день уже тоже известно, что Китай с потрохами купил Сингенту, а в свою очередь Сингента, которая уже Китай, купила с потрохами Валагра, то есть уже Валагра тоже китайская, поэтому за такие деньги покупать Китай я как бы не готов. Потому что много Китая с другими названиями, но намного дешевле. То есть, само по себе, смотрите, китайское действующее вещество, это не означает плохое качество. Это означает, что я не хотел переплачивать за имя. Но все-таки китайские действующие вещества, эта степень очистки бывает разная. Возможно, нестабильные партии, присутствуют риски примесей. Для винограда, где важна физиология листа, там стабильность фотосинтеза, мягкость воздействия, что для меня немаловажно, я начал просто на это очень много внимания в свое время уделять. Тем более, честно говоря, ридомилом тоже очень нужно аккуратно и нежно пользоваться, потому что после него очень часто бывают химические фитотоксичность, химические ожоги. Смотрите, следующая причина, почему я отказался от ридомила. Ридомил это один из самых известных фунгицидов в мире, это не секрет. И именно эта популярность сделала его одним из самых подделанных препаратов, особенно в Украине. На рынке регулярно встречаются перефасовки, контрафакты, серый импорт, сомнительные партии. В общем-то, это опасно. И проблема не только в потере эффективности, то есть там подделка может содержать нестабильные концентрации, неизвестные растворители, некачественные действующие вещества, примеси. И это способно вызвать стресс листа, фитотоксичность, нестабильную защиту. То есть водой будете поливать, и еще, может быть, если бы просто вода, то и с риском ожога, фитотоксичности и так далее. То есть это может вызывать проблемы с развитием лозы и так далее. Смотрите, если мельдикат, вот сейчас в последнее время, я так думаю, что все-таки и благодаря мне сами агро в виноградарстве становится все-таки популярнее.
И я так подразумеваю, что скоро Самиагро начнут тоже подделывать, поэтому я однозначно уйду с Самиагро. Я пытаюсь пользоваться непопулярными препаратами, хорошими и непопулярными. Как только в массы пойдет пользование Самиагро, я от нее немедленно откажусь для того, чтобы избежать, я не пойду по накатанным рельсам, я начну искать что-то другое для того, чтобы избежать проблемы контрафакта. Поэтому не подумайте, я не зациклен на мельдикате. Да, я им пользуюсь 2 года. Там Геннадий Григорьевич мне позвонил, спросил, чем ты пользуешься. Я ему вот говорю, я пользуюсь этим, но я не советую. Я рассказываю, почему я этим пользуюсь. Дядя Геннадий Григорьевич со своим огромным количеством подписчиков поделился этой информацией. Я подразумеваю, что сейчас пойдут покупки, а покупки этих препаратов могут вызвать их и подделки. Видите, это как история с квантумом. Поэтому, может быть, я этим мельдикатом буду пользоваться последний год, если я замечу, что что-то пошло не так. Поэтому я буду искать другой, неизвестный никому препарат и начну себе его покупать и наверное, молчать, чтобы... Видите, в чем проблема? Когда вы делитесь фунгицидами, которые стабильными, хорошими фунгицидами, которые действительно действуют, проблема возникает в другом, что его могут подделывать. Вот вам пример Квантума. Квантум, в принципе, за последние 2-3 года вырос благодаря Тудору. Я имею в виду, его известность выросла. И вот вам пример. Буквально бам, и через год уже тут наливайки по Квантуму появились. Поэтому я рассказываю, чем пользуюсь я на нынешний момент и почему, и это не реклама, и я вам прямо говорю, что может быть в силу сложившейся ситуации, такая как происходит на рынке фунгицидов, там, гербицидов и так далее, я, может быть, в следующем году им пользоваться не буду. Кстати, у меня чуть осталось, я вот на днях буду покупать. То есть, смотрите, вот эти всякие подделки, они, я уже сказал, там нестабильные, ну, водой вы поливаете. То есть, со временем я понял, что я не хочу строить систему защиты виноградника на препарате, который так часто подделывают. Далее Манкоцепт, который стал для меня принципиальным вопросом. Как бы кто не относился, это мой выбор, это мое мнение, это мой вывод, и я Манкоцепт, я Ридомилом отказался, именно первопричиной стал Манкоцепт. Когда я глубже изучил ситуацию с Манкоцептом, это окончательно укрепило мое решение, что Манкоцепт запрещен в Европе. Репродуктивная, ну, как я уже описал, репродуктивная токсичность, эндокринное действие, влияние на почвенную микрофлору. И вот влияние на почвенную микрофлору самое главное. То есть у вас Манкоцепт смывается дождем, он очень хорошо смывается дождем. Попадает в корни, начинается угнетение корней, это уже доказано научно, неправильное развитие виноградника и подавление корневой системы, это уже научно доказано, вы можете это перепроверить. Скажем так, дефицит роста, очень неправильное развитие корневой. И, кстати, люди потом, понимаете, пользуются ридомилом, опрыскивают ежегодно. Очень классный препарат. Этот Манкоцепт смывается под корни. Корни подавляются, превращаются в уродство. Потом говорят, что я же все делаю, а виноградник у меня не растет. Нужно искать первопричины, скажем так, в книгах, в букварях, в информации. Еще раз повторюсь, наличие в корневой зоне Манкоцепта уже научно доказано, нереально негативно действует на развитие винограда. В общем-то, Манкоцепт это для меня табу на сегодняшний день после изучения этого вопроса. Я как бы даже призываю изучить этот вопрос самостоятельно и для себя сделать вывод, что вы думаете, что вы защищаете виноградник от мильдию, тем самым вы приносите еще больший вред
самому же винограднику, когда манкоцеп попадает под корни. В общем, смотрите, мельдикат оказался для меня, ну, скажем так, ближе к моей философии, нынешней своей философии. Она изменилась за последние годы. Я не говорю, что она была когда-то. К нынешней моей настоящей философии мельдикат мне ближе. То есть это современная защита, системность, работа против мильдию. Что самое главное, меньшая нагрузка на экосистему виноградника и поддержание физиологии лозы. То есть фосфиты изменили мой подход к защите виноградника. Я начал воспринимать защиту не как постоянную химическую войну с патогеном, а как управление устойчивостью растения. Поддержку иммунитета, потому что данный препарат именно поддерживает иммунитет и стабильную, скажем так, повышение стабильности физиологии куста. В общем, видео затянулось. Давайте, как итог, почему я отказался от Редомил Голд. Не потому, что он плохой, не потому, что он слабый. Наоборот, он очень классный, мощный. Но со временем я пришел к выводу, что для современного виноградарства мне как бы ближе не агрессивное подавление, а стабильная физиологичная защита. Технология. Я же говорю, не средство защиты, а сама технология. В общем, поэтому я использую мельдикат и фосфитные технологии. Именно фосфитные технологии. Вот прошу заострить на этом внимание. Изучите этот вопрос. Что делают фосфиты? В общем-то, в Америке, насколько я знаю, фосфиты считаются полноценным фунгицидом. И они очень часто, стабильно его используют в своих схемах. В общем, смотрите, на сегодняшний момент мне важно здоровье лозы, здоровье почвы, здоровые корни, правильно развивающаяся физиология виноградника, долговечность кустов, ну и устойчивая система защиты на годы вперед. Что это подразумевает устойчивая? Нет резистентности. В общем-то, вот такой вот спич, не знаю, но еще раз повторюсь, не реклама, субъективное мнение. Видите, тут совсем чуть-чуть осталось. Да, хочу вам именно, сейчас я вам уже покажу сами, это суспензия, смотрите, не надо добавлять никакие адъюванты. Не знаю, видно вам его, он на дне остался. Никакие адъюванты, ничего, просто мельдикат, он уже... Это суспензия, видите, вот значок КС говорит концентрат суспензии, поэтому в принципе там адъювант уже добавлен. Очень осторожно с ним. Смотрите, на ранних стадиях развития виноградника я бы очень не рекомендовал его использовать. Вот тут уже пошли его минусы. В принципе, очень бы не рекомендовал его использовать в баковых сумешах. Почему? Потому что, давайте так, по молодому зеленому маленькому красивенькому листу я не работаю AC больше 1200-1300. То есть AC 1200-1300. Он очень сильно повышает AC, поэтому скажу так, я его вношу отдельно. Именно, кстати, он повышает AC за счет присутствия фосфитов. То есть это соленая среда, и он крайне высоко повышает. Смотрите, я использую дождевую воду, 60 AC, при внесении мельдиката я получаю около 1000-1100. Поэтому, смотрите, у кого вода с высоким AC, будьте осторожны.
Будьте осторожны, если у вас вода изначально там 500-600 и вы вносите мельдикат, будьте осторожны, вы уже можете как бы немного поджечь себе лист. Поэтому на начальных этапах, когда у вас молодой виноградник, я бы людям, которые имеют воду с высокими EC, я имею в виду высокий какой, 500-600, я не знаю сколько там, наверное, я бы не рекомендовал внесение этого препарата. То есть, грубо говоря, доза увеличивает аж на 1000. Это делают именно фосфиты. И буквально вчера я обрабатывал. Сегодня Светлана поедет им же работать на другой участок после вот этих дождей. И опять-таки мы ловим окно между дождями. Поэтому решил вам видео. Но все классно, все хорошо, но если у кого вода с более не менее высокими EC, будьте осторожны, проверяйте EC и на данном этапе с молодыми приростами работайте аккуратно. Потом добро пожаловать, когда у вас старый лист, там в общем-то уже можно повышать до 2,5 EC и 2800, все зависит от сорта. Я же уже повторюсь, что японцы у меня 2800 не воспринимают, у них начинается подгорание на японских виноградах. 2500 они хорошо переносят, поэтому все баковые сумеши у меня до созревания ягод. Блин, опять фокус теряется, да, вот так вот руку надо убрать. То я делаю до 2500, а после созревания, после сбора ягоды уже там повышаю. В общем, еще раз повторюсь, будьте осторожны, чтобы я постарался все рассказать, чтобы вы слепо не применяли его, не покупали. Я вам рассказал, чем пользуюсь я, почему я отказался от Ридомила и как им пользоваться. Еще раз предупреждение, в очередной, не повышает очень сильно оси. Я, честно говоря, вот в такие периоды на начале развития виноградников в баковых сумешах его не использую. Именно из-за огромного повышения оси. Поэтому прежде чем его покупать, подумайте, нужно ли вам такое. Особенно если у вас нет наличия воды с изначально низким AC для обработок. То есть, если вы используете воду 500-600, то, наверное, стоит избегать применения этого препарата. Всем удачи, жму ладонь. Большая вставка к какому-либо видео. Так вот поймал, вот у нас дождь идет. И вот я вам покажу, как сборщики воды идут. Вот видите, получается, аж вот такой фонтан делают. То есть подсоединено, какое давление, какой хороший сбор идет дождевой. Причем и отсюда льется, не успевает. То есть все это собирается, и пойду я. О, уже и заканчивается какой-то быстро. Вон уже на перелив идет даже. Насколько давление большое вон. И оба бака полные. Вон и насосная группа уже готовится к применению, но пока еще дело не дошло, но сама суть. Вот он. Какое давление идет. Послушайте. И второй бак чуть-чуть не успевает протечь, но он полный. Он полный тоже. Все. О, слышите? Вообще перелив сделан вот сюда, но настолько мощно она собирает, что идет даже на перелив. Все. Так что, Светик, можно я пройду, покажу? У меня видео в прямом эфире. Вот видите, какое давление. Вот с одного вот этого. Все прекращается.
Заодно у меня как бы идет и на полив. Вот, кстати, видите, с дождевой воды, за счет того, что идет капельница, вот оно поступает. Видно, выливается вот. И так вот каждому кусту, вот, видно. Получается, именно под каждый куст дождевая вода идет. Ну, это все еще к теме о дождевой воде.